Сегодняшней лекции, которую мы собираемся вам предоставить, spiritual anatomy. это духовная анатомия. Anatomy is taught in the schools, colleges, universities. Вы знаете, что анатомия изучается в современных школах, институтах, университетах. And normal physical anatomy can be known when you want to learn. You can learn from doctors like him. И если вас, например, заинтересует обычная физиологическая анатомия, она может быть с вами с легкостью изучена. Вы можете ее изучить от таких людей, как доктора. Вот, например, вот этот. So then they can explain what are the systems like the bony system and the circulatory system, all the systems of the physical body. И они могут вам объяснить, как выглядят и как работают разные системы физического тела, такие как костная система или система кровообращения, например. But for the existence and the functioning of the various systems of our physical body, Но для самого существования, функционирования вот этих вот систем, различных систем тела, there are certain internal aspects which are there in us, but they are hidden. существуют специальные скрытые аспекты в нас, которые есть, но они просто скрыты. Because there are phenomena that are responsible for the existence and working of our body. Существуют феномены, которые ответственны за все происходящее в нашем теле. And how these phenomena they are conducted by the higher intelligences. И как эти феномены, они внедряются с помощью высших разумов. And how can we know this phenomenon? Because all the phenomena are working in us, in our body. И как мы можем познать эти феномены? Потому что они же все-таки есть в нас и работают в нашем теле. So beyond our physical existence, or beyond the form aspect, there is the subtler and finer planes working. И вне нашего физического существования, вне нашей формы существуют определенные силы, которые работают на более тонких планах. We know that there are many faculties which we are using. Вы знаете, что мы используем очень много различных свойств. For example, the number consciousness, Например, числовое исчисление, shape consciousness, сознание в виде форм. So these are all working in us right from the very moment of our birth. И все эти виды нашего сознания, мышления и цифрами, и формами, они работают с самого момента нашего рождения. So even if we know them about them or not, but they are working. That is why we are existing. И не имеет значения, знаем мы про них или не знаем, все равно они работают, и потому что это тот способ, благодаря которому мы существуем. And all these phenomena are functioning and are controlled by the subtle forces that are working in nature. И все эти функции, все эти феномены существуют и контролируются благодаря высшим силам, которые существуют в природе. So when we want to know about the phenomenon of our existence, Когда мы хотим узнать о феномене нашего существования, then we will realize how grand and wonderful is such an arrangement in nature. и когда мы захотим узнать о существовании этого феномена, мы узнаем, как велика и великолепна вся природа, все, что нас окружает. Because our human mechanism is a very powerful mechanism, because as I mentioned several times, it is not just some lifeless sack in which there are some life is put in, but it is like an electromagnetic phenomenon. И человеческий механизм является очень сильным механизмом, одним из самых мощных, которые известны. Я уже несколько раз на этом останавливался. И то, чем мы являемся, это не просто какая-то внешняя оболочка в виде физического тела, в которую вдохнули жизнь.
это, ну, сама наша структура является огромным электрическим магнитом, электромагнитом. So all the functions about which we know to a certain extent, they are all и все эти функции, которых мы знаем, they are all placed like this and maintained in a very perfect order. There is a wonderful order and pattern. и все эти силы, которые, и функции, о которых мы говорим, они имеют каждое свое место, и они располагаются в определенном порядке, в очень совершенном порядке и в определенной последовательности. And we are connected to the planet Earth and also to the sun of our solar system and various planetary intelligences. И мы очень сильно связаны с нашей планетой Земля и также с нашим Солнцем. У нас есть связь с Солнцем, а через него со всей Солнечной системой, где существуют высшие разумы разных планет. And we are connected through certain power centers which are placed in us. И мы связаны с ними через определенные силовые центры, которые находятся внутри нас. So every body is like a power station. То есть каждый из нас является такой энергостанцией. So when we know all this pattern, then we can make a better use of it without misusing. И когда мы будем лучше знать про свое внутреннее устройство, мы можем их использовать должным образом и предупреждать неправильное использование. So the science which explains about all these final forces and all this arrangement is the spiritual anatomy. И та наука, которая объясняет устройство и функционирование всех этих внутренних силовых центров, называется духовная анатомия. Андрей, под лестницей. So there are many. Итак, существует множество. There are many processes, there are many phenomena which are called the hidden phenomena. Hidden. И так существует огромное количество разных функций и феноменов и процессов, которые являются скрытыми. И мы называем их скрытыми процессами. Hidden phenomenon means Что значит скрытый феномен? they are not kept away from us or kept in darkness, but they are there when we get conscious, then we can see them. Это не значит, что их кто-то там от нас спрятал, они есть и существуют в нашем теле. Нам нужно просто достичь такого уровня сознания, нам нужно просто быть в сознании для того, чтобы размышлять и понять их. Just like the germination of a seed, Как, например, предназначение семени. and also blossoming of a flower, И blossoming. и так же, как цветение цветка. Because when you see a bud of a flower, you don't see any of the parts of the flower, but how all this is happening, and when you see a wonderful rose flower, all this pattern, all this arrangement, from where it is. Или это точно так же, как, например, когда мы смотрим на бутон, то мы знаем, что он расцветет, но мы не знаем, как именно это происходит. То есть вот был бутон, и тут появился красивый цветок розы с запахом, со всеми своими проявлениями. Откуда все это взялось? Like this in creation, there are many phenomena which are kept hidden. И подобно этому примеру существует огромное количество феноменов, которые являются скрытыми. So there is also another word used for this hidden phenomenon, that is what is called occult. И есть еще другое слово, которое используется для описания вот этих вот скрытых феноменов, оно называется оккульт. But unfortunately, this word is creating many some other meanings. Therefore, we are not actually using this, because in some countries, especially in Germany, when we say occult,
then for a bit. But this goes back on the Roman Catholic Church. Yes. К сожалению, в современном мире слово «скрытый» приобрело совершенно другое значение, и оно, это неправильное значение обусловило то, что это слово мы больше не используем в своей речи, потому что вот мы в какую-то страну приезжаем и говорим, там, вот мы там оккультные знания начинаем распространять, и люди там в шоке такие дергаются, вот. А Рудольф говорит, что это все обусловлено еще тем, что католическая церковь крайне негативно относится к этому слову и к тому, что она под ним подразумевает. Потому что они все считают это дьявольским порождением. So the fertilization of the flower or the fertilization of a human being, all these are the phenomena which are occult or hidden. И точно так же, как развитие вот этого существования вот этого цветка, о котором мы говорили, также и развитие существования человека является является этими оккультными скрытыми феноменами, о которых мы сейчас говорим. So the whole creation, how it has come into existence, because the creation, before it came into a creation, it was one with the Creator. И так, что же касается всего сущего, как оно начало вообще существовать? Потому что до того, как все сущее начало существовать, оно было в слиянии, в единстве с Творцом. So it was existing as only one. И существовало и как единое. And when once it came out, then there are two entities, the Creator and His creation. А тут вдруг произошло то, что единое стало нецельным, появилось творение и Творец. And the same principle, it applies at every stage. И такой же принцип проявляется на каждом этапе. For example, before the birth of the solar system, what was there? Например, вот перед тем, как Солнечная система начала существовать, что было здесь до нее? Only there was space. Просто пространство. But when the solar system came into existence, Но когда Солнечная система начала свое существование, then you have two entities. One is the space inside the solar system, what we call the sun. тогда этот аспект единого пространства разделился на то пространство, которое находится внутри Солнца, да, например, и это то, что мы называем Солнцем. And then you have the space around. И также есть еще пространство вокруг него. So that indicates the birth of the two entities from one entity. Это обозначает образование двух понятий из одного. Не понятий, entity, но двух единств из одного единства. Therefore, in us also, when we try to understand ourselves, Точно так же в нас, например, когда мы хотим понять себя, so if we say, who am I, if you question yourself, so we say, I am the body, and then you go inside, and then you will know that this I am. и когда вы, например, задаете себе вопрос, вот вы хотите узнать, кто же я, вы начинаете сначала смотреть на тело, познаете, что вы это физическое тело, а после этого вы идете внутрь и в конце концов познаете внутреннее аз есмь. So this I am, which is one only, Это единое внутреннее аз есмь. it manifested into two aspects, two entities. Оно сразу же приобретает, получается, что это вот единое, неделимое аз есмь, оно сразу становится двумя едиными. Двумя понятиями. One is what is called Jiva. Jiva means the indweller. Одно называется джива или индивидуальность. And then Deha, that means the vehicle, the body. А другое это деха или это двигатель тела. Это тело, само тело, сосуд тела. Да, сосуд. So the Deha or the body is the vehicle or the vehicle of the indweller. То есть вместе деха и джива это как бы сосуд для вот этого единства.
То есть вместе, то есть жива содержится в дехе. Jiva, like in the vehicle in the Jiva is the indweller, individual being, and Deha is his body. We are all jivas. Ну, мы все это дживы. Джива это как понятие индивидуальности, а деха это как понятие проявленное. Тело, Да, как сосуд тело. или тело. Форма, да, наверное. Сосуд или тело? But here what you can observe is, Но то, что вы можете здесь наблюдать, both these entities, that means the indweller and his body, оба этих понятия, которые обозначают индивидуальность и его тело, they are manifesting into two entities, but actually from one source only. они как бы проявляют два разных качества, но идут из одного источника. Therefore our physical body, what we call our physical body, И поэтому то, что мы называем нашим физическим телом, it is not different from the indweller or the I am or the soul. оно ничем не отличается, не является чем-то отличным от нашего глубинного аз есть, от нашей души. Therefore, in Sanskrit you have the word Atma. В санскрите есть слово атма. This Atma denotes the soul, Атма обозначает душу. and also Atma is applicable even to all our different, it is also applicable to body, because body is not different from it. Но оно точно так же относится и к телу, потому что тело ничем не отличается от этого. As I told you the other day, Как я вам говорил в один из предыдущих дней, that our physical, what we call our physical body, что является тем, что мы называем нашим физическим телом. is only a different state of our existence than what we see, what we call the I am or the soul. Это просто одно из проявлений существования такой силы, этой нашей души. It is just like how a block of ice can float on water. Это точно так же, как кусок льда может стать водой. So just like how the block of ice and water are one and the same, but they appear as two entities because of the two states of existence. Точно так же, как лед и вода являются единым, но они проявляются по-разному в виде двух разных агрегатных состояний вещества. Двух стадий, Да, двух стадий проявления. две стадии проявления. So in the same manner, the I am or the soul and the body, they are manifested in two different states, but in essence they are one. Точно так же глубинное аз есть, оно проявляется в двух различных понятиях, но тем не менее остается единым и цельным. So the deha or the body is used as a vehicle. И поэтому деха или тело, оно используется как сосуд. And when there is a vehicle, there should be somebody to drive the vehicle. Но если есть этот сосуд, который можно также назвать еще повозкой, то должен быть кто-то, кто этой повозкой управляет и движет ей, передвигает. But here, the indweller who resides, who is there to reside in this vehicle, he himself does not drive the vehicle. Но тот, кто решает, куда будет двигаться повозка и чем она будет заниматься, он на самом деле сам не является повозкой. Тот, кто едет в повозке, не управляет ею сам. I am not drive this vehicle. Yes, because this is a system where this fellow who resides here has a privilege. He can afford to have a driver. То есть, если привести такой пример, то вот это внутреннее глубинное аз есть, оно находится в таком положении, что может себе водителя позволить для этой повозки. So that again, this I am, from the I am there are two aspects. То есть, вот это глубинное аз есть, оно имеет еще такие два аспекта. One is the owner or the indweller. Один это индивидуальность. Owner, Собственник, владелец. The indweller, who is called Jiva. Да, это то, что мы называем дживой. And the driver is the Lord consciousness, the Lord in us. А водитель это божественное сознание в нас.
And that is also, he is also called as I am. Также называемое как аз есть. Оно тоже имеет такое же название. And he also is called I am. Ну и владелец этой повозки, да, он тоже называется аз есть. But he is the Jiva I am, or the soul, and he is the Lord I am, or the spirit. Но это владелец, это и есть аз есть души, а движущее начало, Господь есть аз есть духа. They are one and the same, but Они едины и в то же время, different capacities only. но имеют в то же время различные свойства. Because the Lord is only one. Потому что Господь это единое целое. But he can work as a driver for all the beings. Но он может существовать как водитель повозок для всех живых существ. Because if we want to drive ourselves, Потому что если мы захотим управлять собой сами, then the journey is disastrous. тогда путешествие нас очень утомит. So that is why it is better to let him drive for us. Поэтому лучше позволить ему управлять нами. Because he is always there, he offers himself to us. Потому что он всегда здесь, и он приносит себя нам в жертву. Ну, то есть, как бы он живет для нас. Therefore, now we have the Lord Supreme, the Lord Consciousness, Таким образом, мы имеем Верховного Бога или Верховное Сознание, and we have the individual consciousness, и мы имеем индивидуальное сознание. and now we have the form aspect, the body of this individual. И также мы имеем разные аспекты, такие как тело и индивидуальность. So now, Так? this body is a vehicle, as I told you, Это тело, это повозка, как я вам уже и говорил. and this vehicle, И эта повозка, a vehicle to move needs a power. для того, чтобы двигаться, повозке необходима какая-то сила. So if it is a cart, it needs horses to draw it. То есть, если это повозка с лошадьми, то ей, карета, например, да, то ей нужны лошади для того, чтобы куда-то двигаться. So let us take the example of the cart and the horse. Давайте остановимся вот на этом примере кареты с лошадьми. So what we require is a comfortable journey which does not make us tired. Что нам необходимо, да, вот этой глубинной сущности, это комфортабельное путешествие, которое не вызывает усталости. A comfortable journey and also a reasonably fast journey. Но это, кроме того, что комфортабельное, оно должно быть еще быстрым путешествием, то есть оно должно, Reasonably fast. Обусловлено. Разумно быстро, по разумности быстро. So for having this, you see, what is the condition required for this? Какое же условие необходимо для того, чтобы это было возможно? There is one condition Существует одно условие, where the horse is very powerful, при котором лошадь очень сильна, but the cart is a little bit old and not so strong. но, например, если карета, она уже устаревшая и не такая сильная, не такая мощная, а лошадь очень сильная, So the cart, то эта карета, it is in such a condition that it is not in accordance to the power of the horse. The horse pulls it so strong, but the cart is not so well in a good condition. Then the cart is, if the horse pulls it very strongly with great power, there is a possibility the cart may break. да, то есть, представьте такую ситуацию, что если существует лошадь, которая является очень сильной, а карета уже подуставшая, такая, которая не в должном состоянии находится. И эта лошадь сильно тянет, да, но так как карета не в должной кондиции находится, то при сильном рывке лошади она может быть разрушена. So then the journey is not so comfortable, because all the time we must be careful, because any time the cart, while making a journey, because of the pulling power of the horse,
the cart cannot withstand this, it may break. И дело в том, что тогда это путешествие не может быть очень удобным, потому что из-за того, что лошадь очень сильная, нам нужно постоянно заботиться о карете, и каждый рывок лошади может повредить эту карету. So, the first alternative, the horse is powerful than the cart. То есть первый случай, который мы рассматриваем, это когда движущая сила, лошадь намного сильнее кареты. Horse is powerful and the cart is weak. То есть лошадь сильная, карета слабая. And in the other condition, Ну или другое, например, состояние. the cart is built very strong, Такую хорошую, очень сильную, очень мощную карету построили. but this cart has a weak horse. Но лошадь дали больную, слабую, ослабленную. A strong cart and weak horse. Then what happens that the horse has no sufficient power to pull the cart, so the cart cannot move. То есть, что происходит, что лошадь, она настолько слабая, что она дергает карету, а карета не двигается. So therefore, in this case, the owner who wants to make a journey cannot make any pace or any movement, and here he is always put to tension because any time it may break. So in both conditions, it is not perfect conditions. Оба этих состояния это не хорошее состояние, потому что в первом владелец все время боится и находится в напряжении постоянном, а во втором случае он вообще никуда не едет. So if we want to have an ideal condition of journey, then what is required is, если мы хотим иметь замечательное путешествие, то какое необходимо условие для этого? the horse should have that much power that it can pull the cart properly, Лошадь должна быть столько сил, чтобы нормально вести повозку, карету. and the cart should be so much strong that it can withstand the power of the horse. А карета должна быть настолько мощной и устойчивой, что должна держаться даже при рывках лошади. Then both are balanced. То есть они должны быть сбалансированы. Then we can very safely we can sit in the cart, even we can sleep without any problem. И тогда можно спокойненько себе сидеть в карете и даже поспать там. So we can be sure that we can reach the goal safely. То есть нам нужно быть уверенными, что мы можем достичь нашей цели в безопасности. So the first condition where the horse is powerful and the cart is very weak, that is what is called rajas. То состояние, в котором лошадь очень сильная, а тело ослаблено, называется раджас. Ой, карета. Заговорился. Еще раз. То состояние, в котором лошадь является очень сильной, а карета слабая, называется раджас. And in the other condition where the cart is too strong that the horse cannot pull it, that is tamas. А другое состояние, в котором карета такая мощная, что лошадь ее тянуть не может, называется тамас. So this is inertia and this is activity or dynamism. Это тамас — это инертность, а раджас — это активность и динамизм. So if we want to make our journey in a proper and safe condition, we must be at the balance, which is called sattva. То есть, если мы хотим наше путешествие делать удобно и правильным образом, нам нужно находиться в балансе. Баланс этот называется словом саттва. So now we will now see how various aspects of our cart, of our vehicle, they are formed. Итак, сейчас мы посмотрим, как разные аспекты нашей повозки, того, чем мы являемся, как они формируются.
So from tamas, Из тамаса there is the birth of matter. происходит материя. And from rajas, there is the birth of force or energy. А раджас дает рождение силе и энергии. So we have matter and force. Таким образом, у нас есть материя и энергия. But there is a higher principle without which matter and force cannot do anything. Но также есть еще и высшие принципы, без которых материя и энергия не могут сделать ничего. And that is what we call as consciousness. Это то, что мы называем сознанием. But here we should not say consciousness is born from sattva, but it is manifested from sattva. Но тут нельзя говорить, что сознание порождается саттвой. Сознание, оно является как бы одним из проявлений саттвы. Because consciousness is not a new thing to be born, to come into. It is only manifestation. Потому что сознание это не то, что нуждается в рождении, оно просто проявляется. Оно уже есть. So all the necessary things for the formation and functioning are these three aspects: matter, force, and consciousness. That is a triangle. Итак, существует треугольник, а все необходимые условия для существования всех этих аспектов Matter and force, материя и энергия, they are interchangeable. они взаимозаменяемые, взаимодействующие. It is just like how the block of ice and water are interchangeable. A water can become block of ice, and block of ice can become into water. Это даже можно назвать теми состояниями, которые превращаются друг в друга, так как на примере воды и льда мы можем увидеть вот это вот превращение. Вода превращается в лед, лед превращается в воду. Так и материя и энергия превращаются друг в друга. So what we know something about matter, we know something about force, but what is consciousness? Итак, мы знаем что-то про материю, что-то про энергию, а что же такое сознание? The awareness of our existence is what is called consciousness. Осознавание нашего существования – это то, что мы называем сознанием. For example, every day when we wake up from sleep, Например, вот когда мы просыпаемся, what is this phenomenon of waking up? что это за феномен просыпания? What is it that we call that when you say that I am awakened, what is this awakening? Что вы называете состоянием «я проснулся»? Что вот это вот за пробуждение? That means that moment we got into awareness of our existence. Это тот момент, в котором у нас появляется осознавание собственного существования. Because when sleeping, we are not aware of our existence. Потому что пока мы спим, мы не осознаем собственного существования. So that is what is called consciousness. Это то, что мы называем сознанием. Even a solar system also comes into existence in the same manner. И даже Солнечная система пришла к своему существованию подобным образом. Because before the solar system got manifested, То есть перед тем, как Господь проявился в виде Солнечной системы, it was only that infinite neutral space that was existing. был только лишь бесконечный нейтральный космос, нейтральное бесконечное пространство. Это все, что существовало до этого. And in this infinite neutral space there is the manifestation of a center. И тут в этом бесконечном нейтральном пространстве произошло проявление центра. And that is the manifestation of the solar consciousness. Или проявление сознания Солнечной системы. And
it is the same principle in an atom also. Atom also comes into existence by such a manifestation of consciousness. И точно такой же принцип наблюдается на атомарном уровне. Каждый атом возникает благодаря пробуждению его сознания. That is the consciousness of atom. Сознание атома. Это сознание называется осознание атома. So therefore, this consciousness is something which is always there in the background. Таким образом, сознание это то, что всегда находится в каком-то фоне. That is why it is called background consciousness. Поэтому оно называется фоновым сознанием. And when it is manifested А когда оно проявляется каким-либо образом, in the individuals, then it is called individual consciousness. например, в индивидуальности, оно называется индивидуальным сознанием. So the phenomenon of manifestation of consciousness is to be understood like the phenomenon of our awakening from sleep. That is how we can understand it. И феномен проявления сознания в индивидуальности, он подобен тому феномену, который мы называем просыпанием. Это очень удачный пример для того, чтобы понять это. That is the same phenomenon again when we are born, when a child is born. Такой же феномен происходит, например, когда рождается ребенок. So the child, the consciousness is manifested as an individual when the child can get aware of it. И сознание начинает проявляться как индивидуальное сознание, когда ребенок осознает это. То есть просто есть разные понимания, да, то есть есть осознавание, это одно слово в английском, осознание другое. А когда говоришь, ну, получается, осознавать сознание начинает, тогда оно проявляется. In the astrological, in the key of astrological science, есть такие ключи в астрологической науке. This principle is explained in terms of согласно которым вот эти вот все силы, они описываются в виде таких терминов, как this consciousness is explained in terms of sun. Сознание описывается термином солнце. And then force is explained in terms of moon principle. Энергия описывается словом луна. Сила. Сила, энергия описывается словом луна. То есть это вот является просто отображением принципов. Principle of sun, principle of moon. То есть принцип солнца, принцип луны. And then matter is explained as principle of earth. А материя описывается принципом земли. And that is given the symbol of cross. И имеет символ креста. But unfortunately now it is considered as a symbol of a religion. Но, к сожалению, сейчас эти символы концентрированы как религиозные символы. Имеют применение как религиозные символы. It is true that the religions use symbols, but it is not true that symbols belong to religions. Это правда является тот факт, что религии используют разные символы. Но это неправда, что символы принадлежат к каким-либо религиям. It is just like how we take the names of intelligences or higher beings. Это точно так же, как мы, например, принимаем имена высших разумов или созданий. So why these symbols are given to these principles? Why not other symbols? Почему же эти символы были даны для описания подобных сил? Почему именно такие, а не другой формы? Because sun, the formation of the sun, as I told you, sun is a principle which has manifested from the infinite space. Это происходит потому, что, вот, например, такой принцип, как Солнце, он произошел из непроявленного бесконечного пространства. So in the infinite space, there is manifestation of a center. А если в бесконечном непроявленном пространстве происходит проявление центра, And when the center is formed, then there is automatically a circumference. как только сформирован центр, автоматически возникает окружение этого центра. Therefore, that symbol is given to the sun. Таким образом, этот символ и был дан Солнцу. Because what we call sun is the manifestation of a center to form the solar system.
Потому что то, что мы называем Солнцем, это просто проявление центра того, что мы еще называем Солнечной системой. And that signifies the principle of radiation. И он обозначает принцип распространения From center to circumference. от центра к периферии. And then why this symbol is given to moon? Почему такой вот символ был дан Луне? Is it because only we see in the sky we see moon like this? Потому что вот иногда мы в небе видим Луну вот в виде такого полумесяца. But if it is due to that, then on full moon you have full moon, and on new moon you have no moon. Then А в how can полнолуние, you take например, this? полная Луна, а на новолуние вообще ничего не видно. Чего ж тогда такой символ дали? This is given to denote the principle of reflection. Этот символ дан для того, чтобы отобразить принцип отражения. So what we call the light of the moon is the reflected light of the sun only. Потому что то, что мы называем светом Луны, на самом деле является отражением лучей Солнца. So therefore the sun principle, the principle of sun, it signifies the soul or the center. Принцип Солнца, он описывает принцип души или принцип центра, Or the consciousness. осознание. And the principle of moon, it signifies the reflecting surface, that means our mind. А принцип Луны, он описывает отражающую поверхность или, например, наш ум. And then the earth. И Земля. The earth is denoted by this cross, and this cross we have. Земля описывается символом Земли, и этот крест, We have the vertical axis and horizontal axis. у него есть вертикальные и горизонтальные оси. So the vertical axis signifies space, Вертикальная ось обозначает пространство, and the horizontal axis signifies time. а горизонтальная ось обозначает время. So by the interaction of space and time, there is the birth of matter. И взаимодействием этих двух сил и рождается материя. So that is why symbol of cross is given to denote matter. И именно поэтому этот символ Земля был дан материи. All these symbols which are there in the scriptures, they are not just given by chance. They have their perfect significance to explain the phenomenon in the creation. И эти все символы, они были даны в святых писаниях, и они не придуманы просто так, они отображают все процессы и феномены, происходящие при сотворении. То есть они все описывают сам процесс творения. It is from these three principles that you have the manifestation of the principles of the other planets. И эти три базовых принципа порождают проявления, которые мы называем проявлениями других планет. Say for example, when spirit dominates matter, Например, когда дух давлеет над материей, that is the principle of Venus. это является принципом Венеры. That is why this symbol is given for Venus. И поэтому такой символ дан был для описания Венеры. When matter dominates spirit, Когда материя доминирует над духом, then that is the Mars principle. проявляется как принцип Марса. That is why this symbol is given to Mars. И такой вот символ дан был для описания Марса. When mind dominates matter, Когда ум доминирует над материей, then that is the Jupiter principle. появляется принцип Юпитера. That is why that symbol is given to Jupiter. И такой вот рисуночек соотносится с Юпитером. When matter dominates mind, А когда материя доминирует над умом, then that is the Saturn principle. проявляется принцип Сатурна. That is why that symbol is given to Saturn. И этот символ соотносится с проявлением Сатурна. When the spirit balances mind and matter, Когда дух уравновешивает ум и материю,
That is the Mercury principle. проявляется принцип Меркурия. That is why that symbol is given to Mercury. И такой вот рисуночек дан Меркурию. Дух уравновешивает ум и материю. Сознание, да? The spirit, Spirit balances mind and spirit matter. it's like a consciousness. That's consciousness. Да, дух также можно считать как сознание, уравновешивающее ум и материю. Или если уже это, говорить это как сознание, тогда энергию и материю уравновешивает. Ну, есть очень много синонимов. This is only to know, to understand how these symbols are given, the symbols are used in the study of these sciences. Это просто как бы краткий пример для того, чтобы понять, как вообще эти символы возникли и как они описывают процессы, происходящие в сущем, вот в этой вот науке, которую я вам преподаю. Like this, there are many symbols, and the human being is also such a symbol. И таким образом существует множество разных символов, а человеческое тело это тоже определенный символ. Because human being is also a cosmic principle. Потому что человеческое существо это космический принцип. That is why in Sanskrit, Таким образом в санскрите the individual is also called Purusha. Существует специальное слово в санскрите, которое обозначает индивидуальность как Пуруша. And the Supreme Lord is also called Purusha. И Бог Верховный тоже называется Пуруша. Because especially the human being is created as a symbol having all these principles put together. Потому что человеческое существо имеет в себе все принципы, заложенные одновременно. That is why there is this sentence, Therefore they say the image, the yes, human God being created man and he is in his own image. Это is то, the что image of описывается, God. Yes. это то, что описывается в святых писаниях словами «И создал был человек по образу и подобию Божьему». Ну вот это значение этой фразы, вот в этом понимании. So now we have some idea about matter, force and consciousness. Итак, теперь у нас есть какое-то понимание про материю, энергию и сознание. So we have to remember that matter Необходимо помнить, что материя came into existence, matter is formed from Материя приходит к существованию или формируется inertia, из такого принципа, как инерция, and force or energy that came into existence а is сила, formed from или энергия приходит к своему проявлению через dynamism. порождается Проявляется или выражается как динамизм. таким принципом, как динамизм. Или раджас. А материя порождается таким принципом, как инерция или тамас. And consciousness is manifested from sattva. А сознание просто является проявлением, частным проявлением принципа саттвы. So the matter which has come into existence from tamas or inertia, Материя, которая приходит к существованию или из тамаса или инерции,
it is manifested in the forms of what are called Panchabhutas. Проявляется в форме, которая называется Панчабуда. Panchabhutas means the 5 states of matter. Панчабхута это обозначает 5 состояний материи. What are the Panchabhutas? One is Какие же эти 5 состояний материи? Одно из них, the first one is Akasha. первое это Акаша. The infinite space is also called Akasha, Бесконечное пространство тоже называется Акаша. but in this level Но на of этом уровне сознания, in this level, as the 5 states of matter, Akasha is also a state of matter here. на этом уровне проявления сознания в виде материи, Акаша тоже проявляется и имеет такое же название. So we have to know it as the content of space. И то, что мы называем этим словом, еще может быть названо как космическое пространство. Содержимое пространство. Содержимое космического пространства. То есть то, что есть в космосе. Вот. Ну там же не вакуум, а как бы. And from Akasha there is the birth of what is called Vayu. А из Акаши рождается то, что мы называем Ваю. Акаша здесь не в виде понимания бесконечного пространства, а то, что вот и в космосе есть, на этом уровне проявления сознания, которое мы называем материей. These 5 Точное выражение это то, что содержится в пространстве. The Akasha, it means the something which is in the space, something what is in the space, it's Akasha in this understanding. Yes, in this understanding it is the unit space. The Akasha in the Конкретное пространство. This is some material parts in this understanding. material, yes, that is what the 5 states of matter. Because, Да, это такое проявление материи, которое наблюдается в космосе. yes, you will gradually know. In the beginning, for us matter means only the hard matter, that is what we understand. Понимаете, для нас материя обычно существует в виде твердого вещества, и поэтому оно как бы легко понятно. But it is not only just this hard matter, but all these together form this matter. Но материя это не только твердое вещество. Все формы, которые здесь сейчас будут описаны, это тоже материя. So therefore there are 5 states of matter. Есть просто 5 состояний материи. So this Akasha here is the unit space. Акаша это единица пространства. Единица пространства. Космическое пространство. То есть единица пространства. То есть имеется в виду конкретизированное пространство. Например, ты как пространство. It means like some person, like a space. For example. For example, I will tell you an example. Сейчас он приведет пример, потому что, ну как бы в моем понимании это просто материя, проявленная вот в межзвездном пространстве. For baking the bread, you take a flour. Для того, чтобы хлеб испечь, вы берете муку. So you bring the flour with a big bag. When you bring the flour from the market, Когда вы приносите с рынка муку, вы берете мешок целый. So from this bag, when you want to bake a bread for a day, what do? You take some quantity of this from this Когда вы bag. хотите сделать хлеб, вы какую-то часть муки этой берете. And this you make a paste and then you Делаете put it. тесто, а потом печете. So this, what you have taken То, in что the вы взяли, vessel, is taken from the bag only. взято из сумки. But this is only a unit of flour, but not the complete. Но это только кусочек муки, но не вся. Because with this you wanted to make certain form, Но этой муке which you call bread. придать какую-то форму, которую вы называете хлебом. So in the same manner, it is from the infinite space, a unit is taken for this formation of matter. И таким же образом из бесконечного пространства берется что-то для того, чтобы придавать ей определенную форму в виде материи. То есть Акаша как космический принцип в конкретной форме проявления. That is the infinite space is a principle, but here it is. Смотрите, бесконечное пространство, космос, это принцип. It is just like the flour in a big bag, and the flour you have taken as a unit, just like that, it is a unit.
А акаша это, как, например, вот бесконечное проявление, это вся мука, а то, что вы взяли для того, чтобы что-то из этого сделать, это единица. Это мука в этой аналогии, да? Это та же мука, просто в конкретном пространстве. Like the flour which you have taken to make the bread. Как мука, которая берется для того, чтобы печь. Это конкретная форма. Because проявленная в конкретной форме. Не проявленная, просто содержащаяся в конкретной форме. Она еще не дошла до физического. Она не проявлена еще, она просто взята. Ну, понятно, что не дошла. Но имеется в виду акаша как изначальная энергия или субстанция, которая существует на космическом плане. Но в этом смысле, или на этом уровне сознания, это та же субстанция, но в конкретной форме, в человеке или в хлебе. Substance in the form, in the some hard form. which one is akasha? It is subtle form still. From subtle to grosser, it is a Нет, это этапы эволюции в форму. Это пока еще не имеет никакой формы. You, for example, how can you have what you call a bread? How can you have a bread? Ну, например, вот то, что вы называете хлебом. Как вы можете получить хлеб? It does not exist by itself as a bread. Он же сам по себе как хлеб не So существует. it comes from the field like grains, and the grains are grounded into flour. Он приходит с поля в виде злаков, а злаки перерабатываются в муку. And the flour comes to the stores in a big quantity. А мука завозится в магазины в больших количествах. And then it is brought into a bag to our house, and from the bag we take small unit. Потом мы ее засыпаем в сумку, приносим домой, а потом уже из сумки берем какую-то часть для того, чтобы что-то испечь. And this, what you have taken to bake the bread, this flour and this flour are one and the same. И та мука, которую вы берете для того, чтобы испечь этот хлеб, и та мука, которая находится в пакете, она одинакова. But that is the source, and this is one unit taken from the source. Но то является источником, а это конкретная единица, которая взята из источника. I think I'm reflecting about the expression of cosmic physical plane. Yes. No? This is how Master quite clearly explains this. That includes also light. Light is also matter. Yeah. So this is what you have to take into consideration. Она говорит, что для того, чтобы еще как бы The cosmic physical plane. что космический и физический уровень, который здесь вот рассматривается, он включает в понимание материи даже солнечный свет, который Includes all what we see and what we. это все, что мы можем воспринимать и видеть. And this is light also is matter. И свет в этом понимании тоже является материей. So, When you know this completely, then you will understand this. Он говорит, что если вот давайте по очереди все разберем, и потом вам будет понятнее. So this is unit space. Единица пространства. So this is the first state of matter, because Первое состояние материи, которое есть. this is the subtlest state of matter. Самое тонкое состояние материи, самое рассеянное. And from this there is the formation of vayu or the gaseous state. И из него формируется более плотное состояние материи, которое называется газообразным. So the state first is manifested, and in this state there is what we call air. И это состояние может проявляться по-разному. То, что мы видим, ну, то, что оно здесь сейчас проявляется как воздух. So what we call the element of air, То, что мы называем элементом воздуха, that is the outcome of this gaseous state. это оно исходит из вот этого вот газообразного состояния материи. So this state is called vayu. И это состояние называется вайю. So vayu actually is the name of intelligence which governs the gaseous state, this gaseous state. То есть вайю это одновременно с этим является названием или именем той сущности, которая отвечает за вот это состояние материи газообразное. So what you call the gaseous state То, что вы называете газообразным состоянием материи, is nothing but the movement of akasha. ничто иное, как просто движение акаши. That is still difficult to be understood because our understanding is completely buried in matter. Это тяжеловато немножко понять, потому что наше сознание еще привязано к материи.
We only think in terms of hard matter. Поэтому мы думаем в виде твердых веществ. So, for akasha there is the for unit space or for absolute akasha there is no movement because it is always in poised state. Для Акаши, которая распространена вот по всему космическому пространству, не характерно движение, потому что она находится вот в инертном состоянии в таком. And by the operation of the law of pulsations, но через применение законов пульсации, then there is a movement. Появляется движение. And due to this movement, there is the formation of gaseous state. И через это движение происходит образование газообразного состояния материи. So you can say in other terms that другими словами можно сказать, the one akasha or the space, единая акаша, единый космос, it has decomposed into unit spaces. Распределяется на некоторые другие пространства. Конкретные пространства. So that is how you have the outcome of the second state of matter, which is called the gaseous state. Таким образом происходит формирование следующего состояния материи, которое называется газообразным. And from this, there is the third state of matter, which is called Agni. Из газообразного происходит следующее состояние материи, которое мы называем огненное, Агни. This Agni is what you can just say, you can say that the fire state. Это то, что вы видите в огнеобразном состоянии. Плазма? No, I will tell you, just wait. It's not plasma. Yes, this is when there is gaseous state, when there is movement. In this movement there is vibration, and this vibration brings the fire aspect. Ага, вот. Значит, yeah, and then it has different manifestations. Итак, представьте, что находится вот эта вот материя, пульсирующая газообразная, и тут она начинает смещаться, и появляется движение, и между этими движениями... В результате взаимодействия. Да, начинается вибрация, перемешивание, и появляется вибрация. И вот эти принципы вот этой вибрации являются понятием Агни, и она имеет очень много проявлений. So fire means not just the flame. We call generally flame as fire. То есть огонь это не является вот именно этим вот физическим огнем, который мы называем пламенем. Да. Огонь это не пламя, то есть пламя одно из проявлений огня. What we call flame, то, что мы называем огнем, is like the physical body of fire. Это как физическое тело огня. So this fire, this Agni is manifested as. То есть вот этот тот принцип Агни, он проявляется heat, как тепло, light, свет, electricity, электромагнитное поле, электричество, and then magnetism и магнетизм. Так это фахат, да. Фахат is this. Фахат in Agni Yoga. This is. Фахат, это фахат. 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 Агни фахат. Agni as Fahat. Fahat is not only this level, but Fahat is that state before the manifestation of this, which is the source. That is Fahat. Фахат это не проявление на данном уровне, а фахат это как бы существующая на более тонком плане субстанция, которая возникает прямо перед проявлением вот этого принципа. У меня вопрос. Вот мы знаем из физики, что звук понижается тогда, когда частота уменьшается. То есть чем больше частота, тем выше звук. Чем меньше частота, тем ниже звук. То есть... Подожди, я не успею переводить. We know from the physics that if we took the sound, the more lower sound, frequencies, the higher the vibration. The more higher frequencies,
another vibration. То есть что он имел в виду, когда говорил, что понижается по закону вибрации, понижается вибрация? То есть Вот вибрация вы- замедляется. Ты Да, хочешь я так спросить, поняла? действует ли здесь такой же Да, принцип? действует ли Is такой this же principle works here? Sound is the property of space. Звук это является характеристикой первого принципа. Да, значит замедляется вибрация, и таким образом So понижается или sound So is the pulsations of matter is going Sound- slow and it No, like no. this. We'll because these are the principles to be understood very clearly. Он говорит, это очень важно четко понять принципы. Because there is what is called pulsation, what is called vibration. Так что же называется пульсацией и то, что называется вибрацией. So pulsation is a principle of expansion and contraction. Пульсация это принцип сжатия расширения, сжатия расширения. And because of this pulsation, you have the formation of the solar system and again dissolution of the solar system. И благодаря этому принципу происходит образование солнечных систем и их уничтожение. And then from this level, И потом из этого уровня, because I will explain you, because here first I will explain this and explain you how these principles are governed also, that I will explain. и он говорит, сейчас я вам все это объясню, то, как эти принципы проявляются и управляют всем. Сейчас как бы будет объяснено. After a few minutes you will get answer for that. Он говорит, у вас сейчас на все вопросы, дослушайте до конца, и на все вопросы у вас будет ответ. Because these are the things which to be very clearly understood. Он говорит, потому что это вещи, которые нужно просто Очень. очень ясно понять. So fire, here in this 5 states of matter, В этих 5 состояниях вещества огонь, this fire acts as transmuter. огонь выступает в роли превращателя, преобразователя, да. So, when the matter changes from one state to other state, Когда материя переходит из одного состояния в другое, and that change is done и by transmutation conducted by Agni. то вот эти превращения происходят с помощью вот этого превращения, которое управляется принципом огня. Агни. Агни. And this Agni, because of the function of transmutation, И вот этот вот принцип Агни, имеющий функцию преобразования, he is called Vahni. называется Вахни. Vahana means transporting. Вахана это обозначает перевозчик. For example, we have the car, in Sanskrit it is called Vahana, Например, машина по-санскритски будет называться Вахана, because it transports us. потому что она нас перевозит. So he is called Agni, is called Vahni, because in this function as a transmuter, И вот в этой функции преобразователя Агни называется Вагни. Агни называется Вагни, да? Агни Да. называется Вагни. Ну, именно вот в этом аспекте трансмутации, ну, преобразования. Вахана. Vahni, Вахни. Vahni. And then the next state of matter, Следующее состояние вещества that is what is called Apa. называется Апа. Apa means the liquid state. Апаха это жидкое состояние вещества. And from this, there is the next state, А следующее состояние веществ which is called Prithvi. называется Прутви. This is the solid state. Это твердое состояние веществ. So all these 5 are the 5 states of matter only. Все эти 5 состояний вещества, And these 5 states, they are called Panchabhutas. относятся только к материи. Ну, вот это вещества, материи, это все эти 5 проявлений называются панчабхутас. So the element of earth that exists in this solid state, Элемент Земли это то, что находится вот в этом твердом состоянии. the element of water exists in liquid state.
элемент воды находится вот в этом жидком состоянии. And the element of fire exists in the transmitter as a transmuter. А элемент огня он имеет отображение как вот этот преобразователь. But it has 4 manifestations which are interchangeable. Но у него есть еще 4 проявления, которые меняются, изменчивые. And then you have the air in gaseous state. И потом есть элемент огня в газообразном состоянии, для описания газообразного состояния вещества. And these 5 states always keep interchanging from one state to other state. И все эти состояния вещества постоянно находятся в переходят из одного в другое. So this whole phenomenon together, this is what we call matter. И все эти состояния вещества это то, что мы называем материей. So we normally think that only we look at the solid state and say this is matter, but this is matter. То есть то, что обычно люди, когда смотрят на что-то твердое, говорят, вот это материя, но на самом деле все вот это вышеперечисленное тоже является материей. But it is not so easy to accept, understand, because you will accept solid as matter, but you can accept. Это не очень легко понять и принять, потому что мы привыкли твердое называть материей. You can accept solid or liquid or gas, but how you accept light and heat, these things as matter? И вы, например, можете даже согласиться, что материя это такие агрегатные состояния вещества, как твердое, жидкое, газообразное, но как же принять вот эти вот проявления принципа агни как материю? Because, for example, light. Например, свет. So there is a big discussion even now in the scientific field whether what is light. Потому что до сих пор даже лучшие ученые спорят, что же такое свет на самом деле. So here, this is clearly explained only if you get into the science given by the scriptures. And это станет понятно только если вы прикоснетесь к науке, которая дана в священных писаниях. So Master Jalkul has explained about all these things in the treatise of cosmic fire. Джалкхул описывает это все терминами космического огня. В трактате о космическом огне, книга такая. В трактате о космическом огне. Трактате о космическом огне. Because yes, 3 stages. Because what we see as light is the physical light. Потому что то, что мы видим как физический свет, все, что мы видим как свет, это физический свет. Да. То, что мы называем светом, это физический свет. Да, все то, что мы называем светом, это физический свет. Because it is physical light, that is why we are able to see with our physical eye. That is so logical. И это очень логично, потому что почему это физический свет? Потому что мы его видим с помощью нашего физического глаза. If it is not in physical state, how our eye can see it? Если бы он не был в физическом состоянии, как бы его глаз увидел? And there is what is called the mental light. Но есть еще тоже такое понятие, которое называется ментальным светом. That you can't see with the eye. Вы его с глазами не увидите. Because that is the difference. Just now, it is just like how you can't see your mind. You can only feel the functioning and existence, but you can't see with the eye. Это точно так же, как с умом, например. Вы можете понять, что он есть по его функциям и проявлениям, но вы же его не можете увидеть. So can you say that because you cannot see with the eye, there is no mind? То есть потому что вы не можете его увидеть, что значит, что ума не существует. So in the same manner, light is there and as mental light. То есть таким же образом существует и ментальный свет. And above this, there is another stage. It is called spiritual light. А над этим существует еще один уровень, там проявляется духовный свет. But all belongs to the cosmic physical. This all belongs to the cosmic physical body. Но все это принадлежит физическому телу космоса. Физическому плану космоса. Да, above this, there are 6 planes. а над ним еще 6 уровней существует, и все они тоже находятся... 6 планов, да. 6 планов. And that is what you see, that is what they are called the bhu. Эти планы называются бхуху, Bhuvaha. бхуага
Пуага. Suvaha. Суваха. Is what we utter every day, Bhuva Suvaha in Gayatri Mantra. Вот помните, мы поем Бува Сувага в Гаятри? Bhu means Бху. the plane of the plane where which we call the existence plane. Бхух это обозначает тот план, на Тот план, котором мы который мы называем существуем. проявленным. Да, то есть And the manifested plane. план проявления. And Bhuvaha is Бхувага the plane which is responsible for this manifestation. это план, который ответственный за вот этот план проявления. And Suvaha is still higher plane, the source for this. А Сувага это как более высокий план, план-источник для промежуточного плана. And above this, there is another what is called Mahaha. А сверху находится еще один план, который называется вот слово Магаха. And Janaha, А еще выше Джанаха Tapaha, и Тапаха Satyam. и Сатьям. These are the 7 planes. Вот такие 7 планов. So what we call the cosmic physical principle is this То, что мы называем физическим It's only принципом this. космоса, это только самый нижний. Satyam is the plane of this creator. The, Вот самый верхний Сатьям это план Создателя, whom we call Purusha, the supreme being. которого мы называем Пуруша или высшее создание. В какой же части его тела мы находимся? И вот part of his body we are. What part of his